Здравствуйте, уважаемые зрители канала Начинающего пчеловода. Я продолжаю цикл передач по изготовлению инвентаря для пчеловодства. И сегодня в этом ролике я расскажу о том, как я изготовил донья для своей пасеки. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Fra guerrieri po' perbacco, grande stacchi, stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di fanfare, di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai. Собираем просто как конструктор. По заранее сделанному лекалу. По этому шаблону мы собирать будем все вообще изделия, то есть начиная от доньев и заканчивая крышей, обвязкой ее. Ну, значит, собрали обвязку днища. Значит, каркас надо закрепить саморезиками. И с другой стороны. Далее кладем щиток. Сверху. Значит, я заранее запланировал, что у меня должны быть щели между обвязкой щита и днищем. Для чего? Для того, чтобы весной, когда днище напитает влаги, дерево расширится, и обвязку не должно порвать. Еще по этой причине мы будем крепить ее не на саморезы, а на гвоздики. Но предварительно нужно выставить зазоры, чтобы сделать зазоры как можно более равномерными, и приколачиваем их. И последний. И с другой стороны то же самое. Итак, наше дно практически уже готово. Но очевидно, да, что тут еще не хватает одной стенки. Значит, я использую вот такие вот поддоны, кусок фанеры, брусок, и, пожалуй, фанеру я еще провощу, то есть пропитаю воском, чтобы она меньше зависела от влаги. Собственно говоря, брусок
прибиваю просто пневмостепелем. Значит, как это будет выглядеть? Вставляется брусок достаточно плотно. Вот, в общем-то, и все. Да, то есть фанерка, все. Поддон этот можно будет потом с подмором достать. Хотя, как использовать, я еще думаю. У меня уже есть 3 варианта зимовки. В общем-то, смотрите в следующих роликах, я вам об этом расскажу. А теперь осталось добавить некоторые аксессуары нашему дну. Итак, первое, нужно поставить литковый заградитель. Делается это легко и просто. С помощью молотка и гвоздя. Итак, после того, как установили литковый заградитель, осталось прилепить прилетную досочку. Я предпочитаю их делать различного цвета с цветом днища дна. Так и пчелам будет легче ориентироваться. Да и выглядит это весьма неплохо. Вот таким вот образом выглядит мое готовое днище. В общем-то, тоже ничего сложного. Главное, грамотный чертеж и немного терпения. Хотя про конструкцию вот этого днища я скажу сразу. Больше я такого дна делать не буду. Ох, и натерпелся я с боковыми частями. В прошлом году я делал паз под щиток днища. В этом году я просто вырезал, и как бы там получилась рубашка, обвязка, так называемая. Но ее корежит, ну, когда заколачиваешь гвозди, ее корежит. Поэтому больше я ее использовать не буду, имею в виду такую схему. В следующем году я буду делать дно по-другому. Оставайтесь на канале начинающего пчеловода. И до новых встреч. Пока!